Друзья, сегодня у нас рубрика «Завтраки», и лично для меня никакой завтрак не может обойтись без яиц. Но яйца на завтрак — это не всегда омлет или глазунья, и сегодня я вам покажу два своих любимых рецепта, которые порадуют утром вас и ваших близких. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, как вы уже поняли из названия, сегодня мы с вами готовим блюдо под названием киран-мари. Киран-мари дословно переводится как яичный рулет, и это очень популярный панчан, который часто можно встретить в дорамах. Да, друзья, часто этот рулет готовят как закуску к основному блюду, поэтому смело можете подавать его на стол по любому поводу. Итак, ингредиенты все простые, найти вы их сможете без всяких проблем, ну и устраивайтесь поудобнее, а я приступаю к готовке. На экране представлены все необходимые ингредиенты. Можете поставить видео на паузу, сделать скриншот и идти в магазин. Этот же список продуктов есть и в описании под видео. Готовим сегодня на 2 порции. Итак, первым делом измельчим овощи. И начнем с зеленого лука. Его просто мелко шинкуем. Часто вместо лука кладут мелко нарезанные кабачки, поэтому можете использовать их. Далее морковь. Ее сначала надо нарезать на пластины. Потом нарежьте мелкой соломкой, ну а потом на маленькие кубики. Вместо моркови, кстати, можно использовать сладкий болгарский перец. Если захотите использовать его, то тоже нарежьте его на мелкие кубики, получится очень вкусно. Далее в глубокую миску аккуратно разбиваем яйца. И теперь хорошо взбиваем. И по-хорошему на данном этапе нужно посолить, добавить кунжутное масло и после того, как взбили яйца, процедить их через сито. Так яичная масса получится более однородной, нежной и более красивой при приготовлении. Но лично мне всегда лень это делать, да и лень потом сито мыть, поэтому я обычно пропускаю этот шаг. Теперь добавляем к яйцам морковь, зеленый лук, чайную ложку кунжутного масла, 1 или 2 щепотки соли. И еще раз хорошо взбиваем. Теперь включаем плиту, разогреваем сковороду. У меня есть прямоугольная сковорода. Я буду использовать ее. Но если у вас нет такой, используйте обычную. В одном из предыдущих видео я показывал, как готовить киран-мари в круглой сковороде. Добавляем немного растительного масла. И равномерно распределяем его по сковороде с помощью салфетки, либо с помощью кисточки. Теперь вливаем яичную массу. Можете воспользоваться половником, но я обычно лью прямо так, с миски, на глаз. Равномерно распределяем по поверхности сковороды и ждем, когда яйца схватятся. Теперь аккуратно с помощью 1 или 2 лопаток поднимаем край и аккуратно заворачиваем в рулет. Можете оставить небольшой язычок. Сдвиньте рулет на край сковороды и влейте следующую порцию яичной смеси. Готовьте на среднем или медленном огне, чтобы рулет не пригорал. Снова аккуратно заворачиваем. Если у вас он ломается или рвется, ничего страшного. Продолжайте аккуратно заворачивать. Влейте последние остатки яичной смеси. Аккуратно заверните и немного подержите рулет в том месте, где шов. Так его пропекаем буквально секунд 20 и все. Выключаем плиту. Нужно переложить рулет на доску и дать отдохнуть ему пару минут. Друзья, когда начнете жарить, не дожидайтесь момента, когда яичная смесь хорошо прожарится и снизу, и сверху. Начинайте заворачивать тогда, когда верхняя часть еще сырая. Когда вы рулет приготовите и дадите ему отдохнуть, за эти пару минут он дойдет до готовности. Но таким образом, когда вы его будете потом нарезать и в последующем есть, он не будет у вас разваливаться. Теперь наш рулет немного остыл. Самое время его нарезать. Берем острый нож и аккуратно нарезаем поперек. Ну все, киран-мари готов. Подавайте на стол как основное блюдо на завтрак, либо в качестве закуски к основному блюду. Приятного аппетита!
Друзья, как вы видите, все очень просто, а главное вкусно. Поэтому обязательно попробуйте. И, кстати говоря, очень вкусно есть киран мари с каким-либо соусом. Ну а мы приступаем к следующему рецепту, и это киран мари кимпап. Как видите, ингредиентов стало немного больше, но яиц стало меньше. Готовим на одну порцию. У нас получится один кимпап. Первым делом надо поставить вариться рис. Как варить рис, у меня есть отдельное видео. Если еще не видели, оставляю ссылочку в описании. Я в этот раз воспользуюсь мультиваркой. Недавно я стал амбассадором корейских мультиварок Куко. И это просто невероятно крутая штука. Я в ней готовлю в последнее время вообще все. Рис, супы, жаркое, бульоны, каши и так далее. Если вдруг кому стало интересно, то в описании оставлю ссылочку, а также промокод на скидку. Позже сниму видео с обзором этой мультиварки-скороварки и расскажу, что она умеет. Теперь нарезаем овощи. Делаем так же, как и в прошлом рецепте. Зеленый лук мелко шинкуем. Морковь также нарезаем на очень мелкие кубики. Сосиску либо колбасу нарезаем вдоль пополам. А потом еще раз вдоль пополам. Ну и шинкуем на маленькие кусочки. Можете взять обычную колбасу, а можете взять полукопченую. Я, например, взял охотничью колбаску. Сыр я взял полутвердый, подойдет любой. Нам нужно отрезать небольшой кусочек, чтобы получился один длинный или два таких коротких брусочка. Далее в глубокую миску разбиваем яйца. Взбиваем хорошо. Теперь добавляем морковь, зеленый лук, колбасу, солим по вкусу и еще раз хорошо взбиваем. В глубокую миску кладем свежеотваренный рис. Добавляем 1 или 2 чайные ложки кунжутного масла, щепотку соли и хорошо перемешиваем. Пока будем жарить рулет, он как раз немного остынет. Теперь разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла, вливаем яичную смесь и аккуратно распределяем ее по сковороде. Так как масса в этот раз более густая, проконтролируйте с помощью лопатки, чтобы колбаса и овощи равномерно были распределены по поверхности. Теперь аккуратно кладем сыр. Как только яйца схватятся, аккуратно начинаем заворачивать рулет. Сыр будет в самом центре. Пропекаем немного шов. Выключаем плиту. Теперь берем лист сушеной морской капусты для роллов, кладем его на стол, чтобы шершавая сторона была сверху. Кладем рис и равномерно распределяем его по листу. Старайтесь сделать не слишком толстый слой. Сверху оставляем немного места. Теперь аккуратно выкладываем яичный рулет, ближе к центру. На краю листа капусты аккуратно раздавливаем рис. Это будет нашим клеем, который скрепит кимпап. Теперь заворачиваем ролл. Делайте это аккуратно, слегка прижимая руками во время скручивания, чтобы рулет внутри лежал плотно. Но не переусердствуйте, чтобы не порвать случайно лист морской капусты. В конце чутка придавите, чтобы край склеился. И все, кимпап практически готов. Теперь нам нужно его слегка смазать кунжутным маслом. По желанию можно еще посыпать кунжутными семечками. Теперь нарезаем его поперек. Нож должен быть острым. Можете смочить нож водой, либо смазать его растительным маслом. Так будет легче резать. Смотрите, какой красивый и аппетитный ролл у нас получился. Ну, собственно, все, готово. Можете подавать на стол в качестве главного блюда на завтрак, либо взять с собой в качестве перекуса, ну, либо подавайте на стол в качестве закуски к основному блюду. Приятного аппетита!
Друзья, оба блюда очень просты в приготовлении и очень вкусные, поэтому обязательно попробуйте их приготовить. Также оба эти блюда можно не только подавать на стол, но и брать с собой на работу или на пикник. Надеюсь, видео вам понравилось и вы поддержите его лайком, ну а в комментариях напишите, как вам Киран Мари и кимпап. Обязательно посмотрите другие мои видео, на моем канале есть не только рецепты, но и вкусный контент из Южной Кореи, а также обзоры популярных ресторанов корейской кухни. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким, спасибо вам большое за просмотр, увидимся с вами в других роликах, ну и всем пока!